Man, I'm confused. I thought I paid for it. Глава 1. Истоки. Чтобы понять, почему Старсвирл стал ключевой фигурой в событиях 7-го сезона, нужно вернуться назад, туда, где он еще не был действующим лицом, а существовал лишь как легенда. Второй сезон мы видим этот образ впервые. Это был не просто костюм, это была первая точка соприкосновения с тем, что нам только предстояло осознать. Третий сезон, 13-й эпизод, первое важное упоминание здесь, он уже напрямую связывается с артефактами. Это не случайность, это фундамент. Четвертый сезон. Мы видим этот образ снова. Теперь это подтверждение преемственности. Влияние Старсвирла все еще ощущается в системе. Но сериал — это лишь часть данных. Если мы обратимся к комиксам, масштаб личности меняется. Там он превращается в активного архитектора магического баланса. Глава 2. Тени прошлого. На самом деле, прошлое очень печальное, так как легенды, олицетворяющие очень важные архетипы, такие как у нашей шестерки, только если у нашей шестерки это элементы гармонии, то у них это семена, которые они посадили. Из надежды, которую воплощает Сомнамбула, из силы, которую воплощает Рокхуф, красоты, Мистмейн, храбрости, Флэш Магнус, исцеления, Маг Мэдоубрук, ну и волшебство, то есть Старсвирл. Наша шестерка добывает ценные артефакты, которые были связаны с нашей главной шестеркой столпов. И тем самым появляется он, Пони Теней. Теперь у вас возникает вопрос, а как же так получилось, что этот Пони Теней может быть связан как-то со Старсвирлом? А это очень трогательная история. Казалось бы, Старсвирл по канону не понимал, что такое дружба. И вроде как ничего незначительного. Друг взял артефакты своих друзей. И что? Изгнали просто потому, что взял артефакты. Является ли это главной проблемой? Ну да, потому что Стикс сам по себе ничего такого даже не сделал. Ну то есть, да, он взял артефакты, конечно, но проблема в том, что Старсвирл, хоть и по канону действительно в дружбе ничего не должен был понимать, казалось бы, но он не просто рационалист, он жесткий прагматик, если даже не говорить про радикализм, о котором мы еще даже поговорим. Это уже будет следующая глава видео. Глава 3. Корни конфликта. В этой главе, в отличие от второй, так как вторая часть это была предыстория, а в этой главе у нас будет огромный разбор Nightmare Moon, Принцессы Луны, хотя на самом деле потому что и Nightmare Moon, что и Принцесса Луна, так же как и Принцесса Селестии, или же Daybreaker, ее альтер-эго.
Дальше Король Сомбра, Сансет Шиммер, Старлайт Глиммер, Трикси, Братья Флим и Флэм, Дискорд, Пони Теней собственной персоной, Кризалис, Тирек, Дискорд, Коузи Глоу, ну и, наконец, Твайлайт. И посмотрим, к чему все это привело. И что мы имеем в итоге. Принцесса Селестия и Луна. Фундамент Эквестрии. Ее вечное равновесие. Принцесса Селестия и Луна. В каноне они предстают перед нами как высшие правительницы, воплощение Солнца и Луны, поддерживающие жизнь в мире. Но если мы уберем фасад их божественности, мы увидим двух учениц, чье становление проходило под прямым руководством Старсвирла Бородатого. И именно Старсвирл был тем архитектором, что заложил в них основу магического мироустройства. В сериале это прослеживается четко. Они были его подопечными. Он обучал их контролю, дисциплине и самому пониманию магии, которую они позже превратили в закон. Они не просто правительницы, они прямой продукт методов Старсвирла. Однако настоящая параллель с колдуном ярче всего проступает в комиксах. В сериях, где поднимаются темы древней магии, мы видим, что методы Старсвирла не всегда были белыми и пушистыми. В комиксах часто проводится параллель. То, как Селестия и Луна пытались скрыть определенные магические знания или контролировать доступ к ним, прямо дублирует скрытность самого Старсвирла. Они унаследовали его философию. Магия требует контроля, а не свободы. Их разрыв – падение Луны в тьму и превращение ее в Nightmare Moon – это не случайность, а следствие того самого воспитания. Старсвирл учил их жестким рамкам, и когда эти рамки столкнулись с личными чувствами и обидами, система дала трещину. Их история – это первый пример того, как наставничество Старсвирла привело к тем самым корням конфликта. Он хотел создать идеальный порядок, а получил сестер, которые оказались заложницами собственной силы и его догм. Король Сомбра. Если Селестия и Луна были архитекторами порядка, выстроенного на базе магической дисциплины Старсвирла, то Король Сомбра стал первым масштабным сбоем этой системы. В сериальном каноне он не просто тиран Кристальной Империи, а воплощение той силы, которую Старсвирл стремился ограничить своими правилами и запретами. Сомбра не нуждался в наставниках и не искал последователей, как это делали принцессы. Его путь – это чистое властолюбие и использование магии как оружия для абсолютного доминирования. В то время как Старсвирл внедрял концепцию контролируемой магии, Сомбра довел идею обладания магической мощью до своего абсолюта, где единственным законом становится воля правителя. Его существование в сериале – это прямое следствие тех рамок, которые когда-то установил Старсвирл. Сомбра – это тень, которая выросла не из ошибок обучения, а из самого факта существования магического абсолютизма. Его возвращение и последующие действия – это демонстрация того, что магический порядок, установленный древними магами, породил угрозу, с которой принцессы оказались вынуждены бороться десятилетиями. Он стал тем самым экзаменом, который система Старсвирла не смогла предотвратить.
а лишь зафиксировала как бесконечный цикл изгнания и возрождения тьмы. Sunset Shimmer и Starlight Glimmer. Если король Сомбра был внешней угрозой, порожденной магическим абсолютизмом, то Sunset Shimmer и Starlight Glimmer показали, как древняя магия может дестабилизировать мир изнутри. При этом каждая из них шла своим индивидуальным путем. Sunset Shimmer – это кризис прямой линии преемственности. Будучи бывшей ученицей принцессы Селестии, она должна была перенять традиции контроля и ответственности. Однако Сансет выбрала амбиции и гордыню. Ее побег в другой мир людей показал, что даже под прямым присмотром королевской семьи каноничная система обучения может дать сбой, если ученик руководствуется эгоизмом. Система контроля треснула прямо в королевском замке. Starlight Glimmer – это совершенно иная история. Она развивалась самостоятельно, не имея учителей из королевской семьи, и пришла к своей магии сама. Но ее связь с наследием Старсвирла оказывается самой разрушительной в сериале. Старлайт буквально использует личный свиток с заклинанием времени Старсвирла Бородатого, чтобы переписать историю Эквестрии. Без всяких наставников, двигаясь в одиночку, она доводит концепцию контроля до извращенной крайности, используя труды древнего мага как оружие мести. Обе эти пони, каждая в своей уникальной ситуации, наглядно демонстрируют, какую опасность несет в себе наследие Старсвирла Бородатого, будь то через цепочку его бывших учеников или через оставленные им опасные заклинания. Великая и могучая Трикси Луламун. Если Сансет и Старлайт представляли угрозу планетарного масштаба через кражу магии и искажение времени, то великая и могучая Трикси Луламун демонстрирует кризис системы Старсвирла на бытовом, приземленном уровне. Трикси Луламун – это олицетворение того, как жажда признания и уязвленное эго могут превратить обычного фокусника в опасного диктатора, если в его руки попадет сильный магический артефакт. В каноне ее личная магия изначально не была выдающейся. Но покупка амулета Аликорна мгновенно исказила ее личность. Трикси довела идею превосходства и контроля над Понивилем до абсурда. Ее пример наглядно доказывает: магическое наследие прошлого в руках того, кто ищет лишь дешевой славы и компенсации собственных обид, становится инструментом моментального подавления чужой воли, даже не имея королевских амбиций. Обычный единорог способен установить тиранию, как только ломаются внутренние барьеры контроля. Флим и Флэм. Если Трикси Луламун показала тиранию мелкого масштаба через артефакты, то братья Флим и Флэм демонстрируют совершенно иной, но не менее деструктивный сбой в системе Эквестрии. Флим и Флэм – это чистый неприкрытный технократический прагматизм и капитализм, доведенный до абсолюта. Они не ищут древней магии или контроля над разумом. Их оружие – это технологии, патенты и жесткая коммерция. В каноне их появление с чудо-машиной по выжиму сока буквально ставит под угрозу традиционный уклад жизни и авторитет семьи Apple. Их пример доказывает, когда в мир
построенный на гармонии и магии дружбы, прорывается агрессивный технический прогресс, лишенный моральных барьеров, привычный порядок рушится без всяких заклинаний. Наследие Старсвирла, ориентированное на контроль магических потоков, оказывается беззащитным перед банальной индустриализацией и жаждой наживы, которые готовы поднять под себя устоявшиеся институты Эквестрии. Триада хаоса. Кризалис, Тирек и Дискорд. Если предыдущие угрозы были по системе точечно, то Королева Кризалис, Лорд Тирек и Дискорд нанесли удар по самим фундаментам Эквестрии. Каждый из них обнажил критическую уязвимость в защите и управлении магией. Королева Кризалис – это воплощение паразитизма. Она доказала, что система бессильна перед теми, кто использует саму любовь и доверие как оружие. Вместо того, чтобы развивать собственную магию, она поглощает чужую, превращая гармонию в ресурс для выживания своего роя. Лорд Тирек пошел еще дальше. Это абсолютная жажда физической мощи. Ему не нужны институты власти. Ему нужна монополия на саму магическую энергию. Он показал, что вся магия Эквестрии может быть поглощена одним существом, если у системы нет надежного предохранителя от грубой силы. Дискорд же – это чистый хаос. Он наглядно демонстрирует абсурдность любых попыток абсолютного контроля, в то время как система пытается все упорядочить. Дискорд ломает правила одним щелчком пальцев, доказывая, что жесткие рамки всегда будут уязвимы перед непредсказуемостью. Кози Глоу – это высшая точка системного сбоя. Она берет не древней магией, не хаосом и не грубой силой, а самой бюрократией дружбы. В то время как взрослые антагонисты ломали систему снаружи, Кози Глоу проникает внутрь, эксплуатируя саму идею школы дружбы. Она доказательство того, что если система обучения становится догмой, она порождает идеального манипулятора, который учит всех правилам только ради того, чтобы эти правила уничтожить. Ее появление – это приговор методам, которые не смогли распознать угрозу в ребенке, спрятавшемся за идеальной картинкой невинности. Кози Глоу показывает, что Эквестрия, зацикленная на воспитании идеальных граждан, оказалась абсолютно беззащитна перед тем, кто использует эти же идеалы как рычаг для захвата власти. Пони теней. Стикс. Если Кози Глоу паразитировала на современных институтах Эквестрии, то Пони Теней возвращает нас к истокам, к первородной ошибке самого Старсвирла Бородатого и столпов Эквестрии. Стикс не был злодеем по природе. Он был исследователем и соратником, чьи заслуги остались незамеченными, а мотивы неверно понятыми. Его превращение в Пони Теней – это прямое следствие исключения и высокомерия древних героев.
Вместо того, чтобы выслушать и понять, система в лице Старсвирла предпочла отвергнуть и изгнать того, кто просто не вписался и не вписывался в их стандарты величия. Пони теней доказывает, самая древняя и опасная тьма Эквестрии была порождена не внешними силами, а слепотой самих создателей системы, которые своим непринятием превратили преданного союзника в абсолютное разрушение. Twilight Sparkle. Вся цепочка антагонистов, которую мы сегодня разобрали, от Sunset до Стикса, была лишь зеркалом, в котором отражались недостатки самой системы Эквестрии. И Twilight Sparkle стала той, на кого легла ответственность осознать это. Ее путь — это не просто повторение пути Старсвирла, а его критическое переосмысление. Она приняла на себя все то, что не смогли вынести другие. Она увидела, как дружба может стать инструментом контроля, как магия может быть использована для тирании и как благие намерения создают чудовищ. Twilight — это финальный ключ к пониманию того, что истинная гармония не строится на жестких догмах или исключении несовершенных. Она та, кто должна была закрыть цикл деградации, заменив систему контроля, созданную Старсвирлом, на живую, способную к ошибкам и исправлению структуру. Ее восхождение на трон — это не триумф власти, а начало конца той жесткой системы, которая породила всех этих врагов. Глава 4. Корни конфликта. Анализ деструктивного влияния Старсвирла Бородатого на баланс Эквестрии и судьбы ее обитателей. 1. Методологический базис. Почему комиксы ADW – это неотъемлемый канон? Прежде чем препарировать решение Старсвирла, необходимо закрыть вопрос каноничности комиксов ADW для My Little Pony. Часто звучат попытки сравнить их, например, с комиксами по Sonic the Hedgehog от того же издательства ADW. Но разница фундаментальна. В Сонике комиксы представляют собой изолированную, по сути, альтернативную вселенную. Их сюжетные арки практически не пересекаются с каноном основных игр или сериалов. Читатель понимает характеры, но глобал сюжет живет отдельно. В My Little Pony Hasbro официально признает комиксы частью мягкого канона. Они не спорят с сериалом, а выполняют важнейшую функцию, заполняют пробелы, lore gaps, объясняют предыстории персонажей и рассказывают и раскрывают скрытые мотивы, которые физически не могли уместиться в хронометраж эпизодов. Анализ Старсвирла без учета комиксов, таких как Reflections или Friendship is Magic, будет поверхностным и неполным. Два. Цепочка сломанных судеб. 1. Селестия и Луна. Первые ученицы, прошедшие через его жесткие изоляционные
методы. 2. Король Сомбра. Трагедия Кристальной Империи и параллельного мира. 3. Сансет Шиммер. Первая беглая ученица Селестии, ставшая жертвой системы Старсвирла. 4. Старлайт Глиммер. Она является олицетворением сомнений в методах столпов древней шестерки. 5. Трикси Луламун, ставшая злодейкой из-за давления авторитета великих магов. 6. Флим и Флем, дельцы, столкнувшиеся с лицемерием великих. 7. Королева Кризалис, перевертыши, чья судьба была сломана решением Старсвирла. 8. Лорд Тирек, конфликт, завязанный на дружбе Старсвирла с его братом Скорпоном. 9. Дискорд, древний хаос, запечатанный вместо решения проблемы. 10. Cozy Glow, ребенок, которому система Старсвирла Twilight дала ровно 0 шансов. 11. Стикс, Пони теней, жертва личного высокомерия Старсвирла. 12. Twilight Sparkle, финальная точка, слепо скопировавшая разрушительные методы своего кумира. Три. Зеркало портала, изгнание сирен и трагедия Селестии. Reflections. Портал в человеческий мир, впервые показанный в Equestria Girls, изначально находился в Контрлоте и лишь позже был перевезен в Кристальную Империю к принцессе Каденс. Это именно то зеркало, через которое Старсвирл и Селестия изучали другие миры. В арке Reflections раскрывается лицемерная сущность Старсвирла. В альтернативном мире, где Селестия была злой, а король Сомбра добрым и благородным, у нашей Селестии завязался с ним искренний роман. Старсвирл, обнаружив это, вместо помощи или попытки понять чувства ученицы, просто жестко заблокировал портал и запретил ей туда возвращаться. Метод Старсвирла всегда один – изоляция проблемы, даже если ради этого нужно разорвать сердце близкому пони. Еще до закрытия портала Старсвирл изгнал туда сирен, Адажио, Арию и Сонату. На тот момент они были слабы и лишены сил, и вместо того, чтобы решить проблему в Эквестрии, он просто выбросил их в чужой мир, переложив ответственность на чужие плечи. Twilight в комиксе на тот момент уже показано Аликорном, что подтверждает таймлайн и преемственность этой проблемы. 4. Дискорд. Семена хаоса из толпы. В начале 4-го сезона Дискорд признается, что посадил семена плюндерсидов, диких черных лос, прямо перед тем, как Селестия и Луна обратили его в камень. Селестия в стенограммах прямо говорит «Turning him to stone». Это классический метод Старсвирла подавления личности силой.
Однако в 7 сезоне Сомнамбула, олицетворяющая надежду, раскрывает шокирующую деталь. Столпы знали про эти семена. Они знали, что ловушка Дискорда гниет в земле под древом гармонии. Старсвирл, как величайший маг, предпочел проигнорировать угрозу, запечатав последствия, но не устранив корень. В итоге, через 1000 лет эти семена едва не уничтожили Эквестрию. 5. Трагедия Стикса. Пони теней. История со Стиксом – это апофеоз высокомерия Старсвирла. Стикс всего лишь хотел помочь столпам, взяв их артефакты для усиления заклинания. Старсвирл даже не стал разбираться в мотивах своего друга. Он мгновенно обвинил его в предательстве и воровстве, изгнав из команды. Старсвирл сам создал монстра Пони Теней своим эгоизмом. А когда Твайлайт вытащила их из тысячелетнего заточения в 7 сезоне, первая реакция Старсвирла была трусливой и агрессивной. Типа, мол, верните нас обратно, вы сошли с ума. Он снова хотел сбежать от ответственности и запереть проблему в бездне, вместо того, чтобы просто поговорить со Стиксом. Шесть. Cozy Glow. 0% шанса и крах идеалов Twilight. Самым страшным последствием слепой веры Twilight в авторитет Старсвирла стала судьба Cozy Glow. Cozy Glow – ребенок. Да, она совершила ужасные вещи, связывавшись по переписке с Тироком. Но Эквестрия, позиционирующая себя как царство прощения, да, она дала ей ровно 0 шансов, 0% шанса на исправление. Ей не было предложено никакого пути искупления. Давайте обратимся к официальной стенограмме финала 8 сезона. School Race. Twilight Sparkle прямым текстом говорит в оригинале: But I still don't understand why. Это не был вопрос к Коузи вообще ни разу. Это было растерянное рассуждение Twilight вслух. Cozy Glow ей отвечает: Cozy Glow, why? Because friendship is power. You may be the princess of friendship. But as head of his school, I could have had more friends. Thank you. На что Twilight ей отвечает: You don't understand, Cozy. Friendship is power. But power isn't the reason you make friends. I'm sorry, I can't teach you it. То есть, перевод. После этих слов Twilight, ну типа, прости, что не смогла научить. Еще раз. I'm sorry, I can't teach you it. Прости, что не смогла научить ребенка без суда и попыток реабилитации и реабилитации отправляют в Тартар, в тюрьму для древнейших монстров, а позже превращают в камень. Твайлайт расписалась в собственном бессилии и просто скопировала метод Старсвирла. Если ты не можешь исправить кого-то, запри его с глаз долой. Канцлер Нейсей со своими жесткими подозрениями насчет безопасности школы в итоге оказался прав. Система Twilight сломалась на первом же сложном ребенке, потому что была построена на гнилом фундаменте методов Старсвирла. Семь. Грогор. Фальшь Дискорда против реальности.
В 9 сезоне Дискорд принимает облик древнего императора Грогора, чтобы объединить злодеев Сомбру, Тирека, Кризалис и Коузи и заставить Твайлайт поверить в себя. Но этот план был изначально обречен из-за деталей, которые Дискорд не учел. Настоящий Грогор из поколения G1 имел красные рога, символ абсолютной суровой силы и правды. Лже-Грогор Дискорда имел желтые рога, символ фальши. Сомбра, знавший настоящую историю древности тирана, сразу раскусил подвох. Настоящий Грогор никогда бы не отказался от помощи Сомбры и не стал бы разыгрывать дешевые шоу-сцены. Дискорд же просто кикнул Сомбру щелчком пальцев. Стандартным методом, ничего не напоминает, отправив его на убой к Кристальной Империи. План Дискорда объединить злодеев во имя дружбы провалился, потому что они сплотились на почве взаимной ненависти и издевок, стёбов, а не искупления. И у истоков этой цепочки недоверия снова стоял Старсвирл, который когда-то дружил со Скорпоном, братом Тирека, о котором мы уже в видео упоминали, но так и не смог предотвратить падение самого Тирека. Ну а с вами был канал Creativity. Всем до новых встреч. Счастливо!